Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Это видео я записала специально для вас, как ответ на ваши вопросы. Под каждым видео вы спрашиваете, где взять подошву, где и какую купить пряжу. И даже спрашиваете, где покупать пряжки, украшения и фурнитуру. Вот сегодня я хочу ответить на все эти вопросы. Все материалы на моем канале для вас бесплатные. И я буду благодарна за ваши лайки, комментарии и вопросы. Не забудьте обязательно подписаться на канал, чтобы получать уведомления. Когда выйдет следующее видео, которое я буду выпускать, вы будете точно знать. Начнем с пряжи. Какую использую я для обуви? Вот такая филодискозия номер 5, стопроцентный каттон, на 100 граммов 272 метра. Это производство Италия, мерсеризированный хлопок. И в отличие от обычного хлопка, он более гладкий, более блестящий и более прочный. Очень хорошо держит форму, не линяет, не выгорает, после стирки не дает усадку. То есть сохраняет все свои свойства, как вот новая пряжа, очень долгое время. Цветов выбор очень большой. Очень часто использую эту пряжу для вязания обуви. Она очень приятна в процессе вязки, долговечна потом при носке. Следующую пряжу, которую я хочу вам показать, и она мне очень нравится, тоже очень хорошо подходит для обуви, это Melissa Sweet. Это производство Испания, стопроцентный акрил. 75 грамм, 168 метров. Вот часто говорят, подходит ли акрил для обуви. Да, подходит, потому что эта пряжа хоть и из искусственных волокон, но внешне она очень похожа на шерсть. Поэтому, когда вы ее используете, она очень хорошо выглядит. И ее и называют искусственной шерстью. Для вязания вот вещей считается, конечно, минусом ее плохая гигроскопичность. А вот для обуви плохое поглощение влаги — это просто идеально. Она очень прочная, не выгорает и очень большой выбор цветов, еще больше, чем на натуральную. Эта пряжа вот у меня чуть-чуть потолще, чем каттоновая, но отлично подходит для вязания ботиночек, полусапожек и сапожек. Огромное количество цветов и огромный выбор. Дальше вот еще интересная пряжа Катя Мемфис, Испания. Стопроцентный каттон, мерсеризированный хлопок, на 100 граммов 240 метров. Отличное качество для мокасин, босоножек, для детской обуви. Еще одна из моих самых любимых пряж, вот, которые я очень часто использую, это Melissa Cool. Это испанская пряжа, стопроцентный акрил, на 80 грамм 220 метров. Просто идеальная крученная нить, очень приятная на ощупь, не тянется, не выгорает, не садится, водоотталкивающая, очень красивый блеск. Шикарная пряжа просто для летней обуви, просто шикарная. Дальше рекомендую посмотреть тоже на Alize Diva. Вот у меня тут остаток от мотка. Иногда я использую эту пряжу. Производство Турции. Стопроцентный акрил, на 100 грамм 350 метров. Она более тонкая. Но можно вязать как летнюю обувь, если в одно сложение, и зимнюю, осеннюю в два сложения. Она тоньше, чем Melissa Cool, но эта пряжа хороша тем, что огромный выбор цвета, можно выбирать. Изделия в носке очень хороши, она себя ведет отлично, стирается хорошо. Вот у меня еще есть серый такой моточек, тоже Alize Diva, так что ее просто рекомендую. Дальше вот такая пряжа, это It's Парекаттон, Англия. Стопроцентный каттон, на 100 граммов 215 метров. Немного тоньше, чем филодискозия, но все равно такая же хорошая. Это мерсеризированный хлопок с теми же свойствами, о которых я рассказывала. Вот такие нежные, приятные тона, цвета, выбор есть. Вот. И теперь еще Melissa
Perles номер 5 и номер 8. Это испанская пряжа, стопроцентный хлопок, мерсеризированная, натуральная, но выглядит она как искусственная. Очень яркие цвета, просто блеск. Она тонкая, на 70 граммов, пятерка 290 метров, а номер 8 420 метров аж. Поэтому вязать из нее можно будет только в 2 сложения или в 3 сложения. Но зато она отлично, идеально подходит для летней обуви. Очень красивая такая сияющая пряжа, вот такая тоненькая ниточка. Вообще здорово. И вязать из нее тоже приятно. И, наконец, еще вот такая моя любимица. Пряжа Катя Кэтсби Non-Stop Creative. Но это вообще не натуральная пряжа, полная искусственная. Состав ее 77% вискозы, 13% полиамида и 8% полиэстера. Вот буквально недавно выставляла эти босоножки из этой пряжи связанные. И еще есть на канале мокасины «Праздник» называются, тоже связанные из этой пряжи. Пряжа очень интересная, красивая, просто завораживает. Такой у нее внешний вид. И плюс, помимо вязания изделий, можно ее использовать для отделки. Очень красиво. Где я покупаю пряжу? Ну вот смотрите, я покупаю пряжу в розничных магазинах пряжи. Я живу сейчас в Европе, выбор здесь огромный, магазины большие, глаза просто разбегаются. Я люблю пряжу пощупать, я люблю увидеть ее цвет натуральный. Но если вот у вас нет рядом магазинов, если выбор небольшой, то заказывайте онлайн. Не надо этого бояться, потому что я вам рассказала очень подробно параметры и преимущества. Вы просто ищите, делаете запрос купить пряжу, там 100% катон, например, или акрил, и выбираете цвет и длину на 100 граммов. И тогда вы точно не прогадаете. Теперь давайте перейдем к крючкам. Крючков у меня много. Сейчас я расскажу, какие лучше брать и на что обращать внимание при покупке крючков. Вот такие разные у меня есть. Выбор очень большой, но я вам скажу, что крючков много не бывает, потому что они ломаются, выходят из строя, выпадает головка из ручки. В общем, конечно, крючки нужно иметь в запасе. Крючками вот без ручки я практически не пользуюсь, если что-то только подтянуть, потому что очень неудобно их держать, мне они не нравятся. Вот такие без ручки, они у меня есть, их тут несколько штук у меня, но я не хочу ими даже работать. Так, когда что-то надо вытянуть очень жестко, где-то там нить сидит, то можно попробовать, ну а вязать ими нет. Очень люблю вот такие крючки, это фирма Prime. Вот у меня тут много этих крючков, и они очень удобные. Очень удобная ручка для работы вообще. И сами крючки, они долговечные, очень долго служат. Вот рекомендую Prime. Они вот у меня разного размера, начиная там от 1,5 до 6. Я использую их в основном-то от 2 до 3,5 для вязания обуви, но тем не менее разные у меня есть крючочки эти. Дальше вот такие крючки, я вот не знаю даже какая фирма, но когда-то очень давно купила 2 штуки, и мне очень они понравились. И вот только буквально на той неделе у меня один сломался, и вот остался еще один. Очень прочные. Не знаю, вообще не сохранилась упаковка, не знаю какая фирма. Ручка пластиковая, крючок очень удобен для вязания. Вот этот крючок у меня тоже бесфамильный, я не знаю какая фирма, но удобная ручка и удобный крючок и довольно прочный. Вот это крючки у меня подделка китайская под кловер.
Я ими еще не пользовалась, они новые, и я посмотрю, как они будут служить. Но они очень дешевые, их можно покупать по многу и смотреть, как ими работать. Но я думаю, что ручка будет удобная, а крючок посмотрим. Ну а это уже король крючков, это настоящий кловер. Эти крючки считаются самыми лучшими в мире для вязания. Это японские крючки. Они дорогие по сравнению с другими, конечно, даже с праймом. Но они считаются самыми прочными, долговечными и самыми удобными для вязания. Так что вот разные тут у меня есть размеры, 2,25 до 3,5. В принципе, только такие размеры покупала, которыми можно мне вязать для обуви. Вот, а вы выбирайте, определяйтесь, пробуйте, покупайте тоже через сайты, если есть возможность, потому что крючков очень много, большой выбор на сайтах, где продают пряжу, там же продают и крючки. И вот сейчас показываю, на что обращать внимание, когда покупаете крючки. На то, чтобы ручка не гнулась. Ручка должна быть не гнущейся. Будет гнуться ручка, крючок будет недолговечный, вязать будет неудобно. Обувь вообще вяжется плотной вязкой, как правило. Нужно усилия прилагать. Вообще должна быть ручка не гнущаяся. Это самое главное. Ну и крючок не должен быть остро заточен на конце, чтобы не затягивала, не рвала нить. И, в принципе, тогда все. Дальше уже выбирайте в зависимости от стоимости крючок и пробуйте разными крючками. Ну и желательно, чтобы ручка была приплюснутая. Что еще использую? Вот такие ножнички специальные для пряжи, маленькие, они очень остро заточенные. Сантиметр, конечно, понадобится для того, чтобы замерять там что-либо. Ну и различная еще фурнитура. Сейчас немножко покажу, о подошве расскажу. Очень часто, постоянно вы спрашиваете, где брать подошву, где ее купить. Я вам говорю, что подошвы я покупаю только онлайн. Покупаю на сайтах, потому что нигде ни разу не видела магазина розничного, где бы продавались подошвы для вязаной обуви. Ну, мне такой не встречался, поэтому на сайтах ищу по запросу «Купить подошву для вязаной обуви». Выбираю зрительно, какая мне нравится. На что обращаю внимание? На высоту бортика, потому что вот как бы от высоты как можно привязаться к подошве. Но и покупаю подошву с небольшим, невысоким бортиком. И можно делать от стельки, вязать гипсокартоновой, можно вклеивать или можно привязываться. Ну, в общем, по-разному. Внимание обращайте на то, что при покупке подошвы вы всегда должны замерять длину стопы по внутренней части подошвы. Не по внешней, а по внутренней. И часто размер не совпадает с реальным, поэтому всегда по сантиметрам замеряется вот эта внутренняя часть. Ну и смотрите сайты, те, где есть доставка в ваш регион, приемлемая для вас цена, и там вы можете купить. Одного какого-то сайта у меня нет. Я заказываю на разных, там, где мне нравится, и там, где есть доставка в мой регион. Вот таким образом замеряем длину подошвы для вашей ноги. Вот замеряете ногу, становясь на бумагу, измеряете, какая длина стопы, и потом вот так по внутренней части подошвы. Все продавцы подошвы, они все говорят длину подошвы именно по внутренней вот этой части. Поэтому смотрите не только на размер, но и на длину стопы, ширину стопы. Иногда бывает нога широкая, поэтому надо замерять ширину подошвы тоже, иначе можно просто купить, придет, она будет узкая, и в нее не влезет нога. Поэтому замеры делаем обязательно. Вот это то, что касается подошвы. Ну и теперь еще немного о фурнитуре. Что может еще понадобиться? Вот такие иглы пластиковые, они специально для вязаных изделий, маркеры, несколько штук.
тоже нужны будут. Ну и различные украшения, фурнитура, там заклепки. В общем, все это я покупаю в разных магазинах. Кое-что онлайн, кое-что вот где-то вижу, захожу в магазины, там, где и пряжу продают, там, где продают всякие для рукоделия изделия, и там можно покупать все эти вещи. То есть где-то что-то вы увидели, вам понравилось, купили, потом вы сможете это применить. Это могут быть какие-то прозрачные такие украшения, либо цветные из какого-то там вот такого стекла, либо просто цветные различные бусины. В общем, используйте все, что вам нравится. В зависимости от того, какие модели вы делаете, вы подбираете для них фурнитуру. Вот это у меня колпачки для шнурков. Они тут есть черные, белые, закрывающиеся, сквозные, разного цвета. В общем, это то, что тоже всегда пригодится. Вот это просто такие украшения, которые можно прикрепить на мокасины, различные бантики, там круглые, там разные пуговки. То есть я все это, если мне нравится, я покупаю. Это пряжки. Пряжки я заказываю онлайн, смотрю по размерам, потому что для обуви где-то длина внутренняя пряжки должна быть 2,5 сантиметра. Вот такого размера я покупаю. Они круглые, квадратные, разные, красивые. То есть я выбираю, какие разного цвета, золотистые, серебристые, бронзовые. И вот эти пряжки собираю. А иногда даже в магазинах вижу. Вот недавно делала ключи для дома, дубликаты. И там увидела, продаются пряжки для обуви. Тоже несколько штук купила. То есть вот так. Где смогу найти, там и покупаю. Если будете покупать онлайн, смотрите на ширину пряжки. 2,5-2,8 для обуви это самое подходящее. Стоят они копейки, очень недорогие. Я считаю вообще нецелесообразным слишком дорогие какие-то фурнитуру дорогую покупать. На вязаной обуви должна быть довольно простая фурнитура. Вот такие кольца использую для вязания еще. Ну вот я про них рассказывала, когда вязала босоножки, там видео есть. Это обычные какие-то в строительном магазине купленные колечки для труб. Я даже не знаю, вот как, для чего они применяются, как они в трубы в эти вставляются. Но мне для вязания они очень подошли и очень понравились. Можно такие колечки найти пластиковые, там белые, желтые, черные, в общем. Все это покупается в различных магазинах, как онлайн, так и в рознице. То есть вы просто выбираете то, что вам необходимо, находите то, что вам нравится. И если это красиво, если это подходит, почему бы и нет? Это нужно использовать. Вот, смотрите, какая красивая пряжка, просто обалденная. Сейчас вот я ее немножко разогну. И мне кажется, что ну просто идеально будет смотреться очень хорошо. И вот мне она просто внешне понравилась. Я купила и такие пряжки вот золотистые, и серебристые, такую же точно модельку. Ну, очень красивая. Обязательно выставлю вам на канале обувь с этими пряжечками. Ну вот, пожалуй, и все, что я вам хотела показать и рассказать. Ну, все зависит от вашей фантазии, от силы, величины вашего креативного мышления, что вы хотите себе вязать. Но я считаю, что для начала, когда вы только начинаете, если учитесь вязать обувь, вы можете обойтись абсолютным минимумом. Вот, это то, что я имею в своем распоряжении, это то, чем я пользуюсь, и то, из чего еще планирую вам вязать обувь и показывать вам. Вот, пожалуй, и все, что я хотела вам рассказать. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. А их будет еще много. Я желаю вам ровных, красивых петелек и до новых встреч!